Я расположился в том же самом месте, где я поймал 2 дорады. И в этом же месте я был несколько дней до поимки дорад, и я, по-моему, ничего не поймал. 100%. Mira, hay las pitas estas de palangre que las he traído de Francia. Qué guay. Qué bombonas. ¿Esta americana? Ay, madre. Особенности этого места заключаются в том, что глубинные банки находятся очень далеко. Поэтому в этом месте надо уметь забрасывать далеко. Все, удочка смонтирована. Смонтируем столик, на котором гораздо удобнее. На пляже особенно готовить снасти. Поводки я вчера не успел подготовить, поэтому сейчас по-быстрому вяжу первый. А в это время дорада, пока мы вяжем крючки, проходит как раз мимо нас. Намочили слюной и затягиваем, затягиваем и затягиваем. Червя у нас сегодня юбарейро и тита. Я достаю юбарейро, натягиваем через спицу на крючок. Все, забрасываем. Одеваем мальчик с пальчик обязательно. Вот этот палец сделан под заказ из кожи кенгуру. Очень плотная кожа. Не жалко кенгуру, конечно. Так, ну что, сегодня мы приехали в Листартит на рыбалку. Прогноз сегодня не очень хороший, было свободное утро, и я решил просто провести его у моря. Получится, получится, нет, нет, как всегда. По погоде дымка, такая влажность. Вы видите вот над горой прям такая взвесь влажная находится. Это говорит о том, что давление падает, что не есть очень хорошо. Рыба и так в это время года, в этом году, не очень активная, потому что вода очень холодная. Это еще не температура дорады. Сегодня просто выход. Сегодня просто выход. Погода удивительная, птички поют. 2 удочки. Все. Вопрос закрыт. Вот 2 крючка, да. Вот при такой погоде спокойной можно ставить 2 крючка. Так я так стал, что если у меня будет здесь клевать, хотя опять повторюсь, я не ожидаю поклевок сегодня. Я не увижу. И посмотрим, что день грядущий нам готовит. Потихоньку восходит солнце. Очень красивый рассвет. Безумно красивый. Солнце восходит из-за Ис-Лас-Медас, из этих островов, заповедной зоны. Это безумно красиво. Побыть здесь на берегу моря и встретить этот рассвет, это дорогого стоит. Мне удастся, надеюсь, передать вам всю красоту этого восхода. И даже если не сильная активность, то первые часы на восходе, час до, час после, рыба активируется. Пока нет. Я немножко наблюдаю кромку моря. Иногда рыба проявляет активность очень близко у берега, но даже близко у берега я этого не вижу. Смотрите, как солнце восходит. Смотрите, как красиво. Это безумно красиво. Это безумно красиво. Когда я ехал на рыбалку, луна была такая же красная, как сейчас солнце. Это удивительно. Луна сегодня была кровавая. В 5 часов утра она заходила, но она заходила с другой стороны. Вообще такие контрасты сильные, они привлекательны для рыбы, они активируют ее обычно. Но сегодня, честно говоря, прогноз очень низкий. Активность по винде очень низкая, 23% из 100. По таблице приливов и отливов с 11:30 есть 2-часовой период большей активности рыбы. То есть идет прилив, большая фаза 2-часовая, и потом до 1:30, по-моему. Я себе дал слово, если утром не будет клёва, то я не буду ждать этого времени. Не знаю, останусь, не останусь, посмотрим. Вот, поэтому сейчас идем, вытаскиваем одну удочку и смотрим, что с ней так и что с ней не так. И считаем, на сколько метров мы забросили. Так, на всякий случай. Интересно просто. Вот, для того, чтобы определить, на сколько метров мы забросили,
Существует такой счетчик. Оно крепится на удилище. Сбрасывается счетчик на 0. Так, обнуляем и выкручиваем. Закрываем тормоз и крутим. Не надо считать ничего. Отобразится количество метров, заброшенных на счетчике. Так, вот грузило уже близко у берега. Я смотрю, поводок у нас не запутался, а червя у нас поело. Так, очень плохо. Очень плохо, что я раньше не посмотрел. Поэтому меняем наживку срочно. И так, проверяем, сколько у нас получилось метров. 91 метр. Маловато, понимаешь? Маловато будет. Все, меняем наживку. Так, у нас поклевка на первую удочку. Да, идем к ней. Это, невероятно, не очень большая рыба, потому что я ее не очень хорошо чувствую. Невероятно, что даже ничего нет, но поклевка была. Нет, ничего нет. Ну, очень маленький. Да, есть. Очень маленький. Вот первая рыбка. Это у нас пажель, который очень сильно заглотил крючок. А это говорит о том, что проблема у него. Вряд ли он выживет. Вот такой маленький. Что, иду отцеплять и забрасывать опять. Только я вытащил, вот он сразу перестал дышать и дергаться. Он пажель очень глубоко заглатывает, и, к сожалению, он не выживет. Он такой красивый, но хотелось бы его отпустить. Это даже на парго похоже, он такими полосочками. Скорее даже не пажель, а парго. Ну что делать? Опять наживляем юбаре, проверяем, насколько острый крючок. Острый. Поставим не очень большой кусочек. Ликруем обязательно. Так, все. Идем забрасывать и вытаскиваем другую, тоже перезабрасываем ее. Так, у нас поклевка. На эту удочку опять. Да, что-то есть. Чуть-чуть даже может быть побольше, чем было. Да, тут получше. Не знаю, насколько большое, но какое-то сопротивление чувствуется. У меня уже устает рука. Не сильно большое. Посмотрим. Скорее всего, какой-то пажель, тоже небольшой. Но уже радует то, что какая-то активность есть.
Так, вот он уже близко. Да. Знаете, такой же примерно по размеру, может быть, чуть-чуть побольше. И опять заглотил. И опять заглотил очень сильно. Да, в этом месте сейчас пажель находится. Оу. Ну вот он, красавчик. Полосатенький. Но маленький. Да, как только он сошел с крючка, он сразу перестает подавать признаки жизни, к сожалению. Мне даже такую наживку на таких рыбах жалко. Ай, ну что делать? Что есть, то есть. Как говорится, ехали даже не рассчитывая на клев. Ну, получили, по крайней мере, хоть что-то. Что ты, батенька, жалуешься? Не жалуйся. Все нормально. А если будешь себя хорошо вести, может быть, еще что-то получишь. У нас по ходу дела 2 пажеля, 2 маленьких и 2 нежильца. Так, тряпушка, мальчик с пальчик и опять заброс. Достаточно далеко. Так, ну вот он постоянно попадает в яму. Практически не приходится подтягивать грузило по дну. То есть сразу попадает в канал. Все, натянули, ждем. Так, вторую удочку нам, скорее всего, придется переставить, потому что она не работает. Там, где стоит, там ничего нет. Я поставлю титу. Причем буду нанизывать ее с другой стороны лески, а не со стороны крючка. Для этого мы будем использовать специальную спицу. Эта спица продается в Декатлоне. С одной стороны у нее такая пластмассовый наконечник, с другой стороны колечко. Леску продеваем в колечко. И той стороной, где мы хотим, чтобы вышел крючок, а мы хотим, чтобы он вышел здесь, мы продеваем пластиковый наконечник. И таким образом, продевая, тита оказывается на другом конце крючка. Вот так она у нас стала. Отличный заброс. Вот наша скрипка. Красота. Неписанная. Так, краткий обзор предыдущих серий. Я дал обещание, что когда приехали утром на рыбалку, если утром не будет клёва, а погода говорила всячески о том, что не будет, и прогноз. Поэтому я собирался порыбачить на восходе, снять немножко красивый восход солнца и уехать домой. Не дожидаясь 2-часового промежутка прилива, да, когда активность рыбы повышается. Рыба начинает выходить из своих мест стоянки в поисках пищи. Да. Рыба проходит по каналам, приходит в ямы, где скапливается пища. И если наша наживка в этот момент окажется там, то у нас есть шанс, что мы эту рыбу поймаем. Так как я поймал 2 пажелей небольших, маленьких, я решил остаться, потому что работа у меня вечером, и вот эти 2 часа они у меня есть. Кстати, пришел вот рыбак как раз на время активности. Я смотрю, метрах в 120 от меня пришла пара, женщина-мужчина, пожилые, и он монтирует удочки. То есть он ориентируется на таблицу приливов-отливов. Ну, то есть я не один здесь рыбачу, а это уже приятно. Немножко ослабло натяжение на ближний.
дорадка. Надо все-таки активировалась, а? Ее поймали сегодня. Дорогая. Тут и сфотографировать. Вот она. Хороший нормальный рацион. Да. Ай, забрасываем дальше. Так, как она у нас зацепилась? Вот крючок, цевье торчит прямо в нижней губке. Сильно зацепилась. Крючок прошел через малары вот эти. Очень сильно зацепилась. Так, надо будет воспользоваться плоскогубцами, наверное. В любом случае крючок поменяем, поэтому я его просто обрежу. Еще раз посмотрим на дорадку сегодняшнюю, красавица. У нас тут такая история. По новому закону любая рыба, которую ты везешь домой, ты ее должен декларировать, естественно. Плюс надо проделать определенную манипуляцию. Эта дорада соответствует размеру 31 сантиметр, где-то полкило. Обязательно у дорады нужно обрезать половинку плавника. Вот так. Если вас на дороге остановят и эта дорада не будет таким образом обрезана, то это нарушение закона. Помимо того, что надо обязательно заполнить декларацию о рыбной ловле в приложении Pescaret. Вот она какая красивая, а? Золотистая, видите? Поэтому и дорада называется. Так, ну что, мои дорогие друзья, поднялся сильный ветер. Горби здесь он называется. Летом здесь житья не дает как раз 12 часов. При таком ветре забрасывать в канал, который находится где-то в 120 метрах или в 100 метрах. Я не знаю, если видно на видео, вот эту песчаную такую отмель, и потом полоска темная, потом опять идет отмель, там где буйки стоят. Вот, канал проходит там, между одной отмелью и другой. При таком ветре туда забросить очень сложно, просто очень сложно. Ну что, мы сделали сегодня невозможное. Мы поймали одну дораду, мы поймали 2 пахеля, пусть маленьких, но 2. Вот, Бог любит Троицу, и Он нам подарил дораду, за что Ему большое спасибо. На этом заканчиваем и собираю 2 удочки оставшиеся, собираю камеру и идем домой. Все, до следующих встреч.